Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео я хочу связать квадратную корзинку из трикотажной пряжи Biscuit очень простым способом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать. Для вязания этой корзинки мне потребуется 2 моточка трикотажной пряжи Biscuit. У меня это топовый цвет, но, к сожалению, точного названия я вам не подскажу, потому что на моей упаковке отсутствует маркировка. Но ссылку, промокод на пряжу, на скидку в 10% на весь ассортимент этого магазина я вам оставлю внизу под видео. Крючок я возьму 8 миллиметров. Для вязания корзинки наберу цепочку из воздушных петель, самых обычных. Я набрала 20 воздушных петель. Это будет ширина моей корзинки. Добавляю для первого ряда 1 петлю подъема, немного разворачиваю цепочку, вставляю крючок в перемычку от второго звена. Да? Раз и вот 2 в перемычку. Подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. Раз. В следующую перемычку. 2. В следующую. 3. Работаю так до конца ряда. 19 и в последнюю точку делаю 20 петлю. 20. Первый ряд на этом закончен. Снова делаю воздушную петлю подъема для второго ряда, поворачиваю изделие другой стороной и перехожу к вязанию второго ряда. Первое звено пропускаю, вставляю крючок под обе полупетли, подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Раз. В следующую точку. 2. Каждый раз я вставляю крючок под обе полупетли и работаю так до конца ряда. Я провязала 19 столбиков без накида и 20 делаю воздушную подъемную петлю предыдущего ряда. 20. Поправляю тут все и перехожу к третьему ряду. Снова воздушная петля подъема, поворот, первую петлю отступаю и снова вяжу 20 столбиков без накида, по одному в каждую точку. За обе полукосички вставляю крючок. Девятнадцать столбиков я связала, 20 придется в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Вот смотрите, где она, да? Сейчас она стоит ко мне лицом. Раскалываю эту петлю крючком. Прям вот так. Подхватываю рабочую нить и делаю последний 20 столбик в этом ряду. Снова делаю воздушную петлю подъема, поворот. Видите, я поворачиваю изделие так, чтобы моя воздушная петля стала ко мне изнанкой. Соответственно, на обратной стороне она появится лицом. То есть, если я поверну ее вот так, она вывернется и встанет сейчас лицом, а на обратной стороне будет изнанкой. Здесь я хочу делать по-другому. Хочу, чтобы она встала ко мне изнанкой,
а на обратную сторону лицом. И снова вяжу столбики без накида. Первую петлю пропускаю, вставляю крючок во вторую петлю и вяжу 20 столбиков без накида. Все точно так же, как в предыдущем ряду. 19 столбиков я провязала, и вот последняя точка, куда должен прийти 20 столбик. Здесь снова раскалываю. Это была воздушная петля подъема предыдущего ряда. Видите, она стоит сейчас ко мне лицевой стороной. Именно для этого я четко слежу за поворотом своего изделия. Раскалываю эту петлю и делаю столбик без накида. Опять воздушная петля подъема, опять поворот. Ну и работаю такими поворотными рядами на нужную высоту. Если количество петель в наборной цепочке будет создавать как бы ширину этой корзинки, то количество рядов будет задавать глубину этой корзинки. Можно сделать квадрат, можно сделать прямоугольник. Высоту я провязала 20 рядов. У меня было 20 набрано петель и провязано 20 рядов. И вот сейчас мое донышко это квадрат. Его можно замерить. Приблизительно 24 сантиметра в ширину и приблизительно 23 сантиметра в высоту. Небольшая разница все-таки есть. При таком способе вязания донышка оно получается идеально ровное, не скручивается, не косит, не идет волной, и у него нет никаких перекосов. И так можно связать квадрат, прямоугольник любого размера, без предварительного расчета набранной цепочки, когда мы вяжем квадрат или прямоугольник из центра. Дальше необходимо эту деталь вот так вот обвязать по периметру. Итак, снова ее переворачиваю, делаю первую петлю подъема, точно так же, как мы вязали все предыдущие ряды. И здесь вставляю крючок в первую косичку, под первую кромочную косичку, под обе дужки. В этом случае я ее не пропускаю. Подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Это уголочек, и в уголочек я делаю по 2 петли. Дальше в каждую косичку кромочную вяжу по одному столбику. И считаю. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Дохожу до следующего уголочка и сюда снова делаю 2 петли. 1 и 2. Теперь буду обвязывать вот эту сторону. Здесь вкалываю крючок следующим образом. Видите, у меня есть лицевая петля и есть точка, откуда она выходит. Я вкалываю сначала крючок в лицевую, в раскол. 1. А затем в точку, откуда она выходит. Вот так. 2. Снова в лицевую, в раскол. 3, 4. Работаю так до следующего угла. Почти я обвязала эту сторону. Связано сейчас 18 столбиков, и 19 перейдется вот сюда, в лицевую петлю, которую я тоже вот так вот раскалываю. Это будет 19 столбик. И дальше я снова перехожу на обвязку следующей стороны. Но сначала угол. Вкалываю крючок
под обе дольки. Это получается узелочек, из которого идет хвостик. И сюда я делаю 2 петли для уголочка. Раз, 2. Дальше под каждую косичку, под обе дольки вкалываю крючок и делаю по одному столбику без накида. Раз, 2. И всего здесь будет тоже 19 столбиков без накида до следующего угла. 18 столбиков провязала, вот сюда придется 19, а уголочек я буду делать вот в эту петлю. Вот смотрите, вот она. Вот так вставляю крючок и сюда делаю 2 столбика для уголочка. Раз и 2. И остается обвязать 4-ю сторону. Итак, здесь снова вкалываю крючок в пространство между рядов. Цепляю вот так 2 ниточки. Смотрите, с лица это выходит вот как. Это была та самая лицевая, которую мы вот здесь раскалывали, как лицевую. Здесь она стоит к нам изнанкой, и поэтому мы ее раскалываем с изнаночной стороны. И делаю раз. И дальше в пространство между петель. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16. Снова я связала 18 петель. 19-ю делаю в последнюю точку. Вот сюда. Вот так раскалываю эту петлю. Дальше. Уголочек был здесь сделан в начале, поэтому ничего больше делать не нужно. Вытаскиваю эту петлю побольше. Вот так. Завожу крючок под первую горизонтальную петлю. С изнанки на лицо, да? Подхватываю рабочую петлю. И вставляю клубочек в эту петлю. Затягиваю петлю. Так. Вот такое получается основание этой корзинки. И смотрите, здесь в каждой стороне между удвоенными петлями, вот удвоенные петли, вот здесь тоже раз, 2. То есть вот это соединение будет тоже считаться за петлю. Между удвоенными петлями по 19 петель на каждой стороне. Здесь 19, здесь тоже 19. И на каждом углу по 2 столбика. То есть получается у меня 21 петля на каждую сторону. Итого это 84 петли по периметру. Донышко готово, и на следующем шаге я буду поднимать стеночки. Вставляю крючок в полукосичку, вот так, и подхватываю вот эту еще перемычку. Делаю первую петлю подъема. Здесь стараюсь укладывать нитку срезом вверх, для того, чтобы получить красивую галочку. Опять в косичку, в перемычку, подхватываю нить, делаю столбик без накида. В косичку, в перемычку, подхватываю нить,
делаю столбик без накида. Корзинку я вяжу квадратную, поэтому у нее будут четкие углы. Вяжу такими столбиками до следующего угла. И здесь я покажу, как делается уголочек. Я дошла до уголочка. Здесь вот 2 петли, которые образовывали этот уголочек. И здесь делаем мой фирменный прием. Фирменный прием для острого угла, который скопировали и перевели практически все вязальщицы на все языки мира, о чем я могу вам сообщить без лишней скромности. И, наверное, вяжут этим приемом тоже абсолютно все. Итак, как же делается уголочек? Вставляю крючок в косичку, перемычку, подхватываю рабочую нить, вывожу петлю и эту петлю не доделываю, оставляю таким образом, да? В следующую точку опять в косичку, в перемычку, вывожу петлю и получаю 3 петли на крючке. Первую петлю сбрасываю, подхватываю рабочую нить и провязываю правую из этих петель. Возвращаю левую петлю на крючок и доделываю ее тоже. Именно такой порядок провязывания этих петель позволит сделать четкий угол, который всегда будет заламываться и будет образовывать угол. Вяжу дальше, как обычно, в косичку, в перемычку, подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Дохожу до следующего угла и там опять делаю элемент угла. Элемент угла я делаю всегда над теми 2 петлями, вот они, которые выходят из одной точки, да, то есть в предыдущем ряду мы просто эти угловые петли выводили из одной точки. Соответственно, если я вяжу четырехугольник, то 4 раза делаю элемент угла. В первом ряду вот этот последний уголочек довязываю просто, здесь пока не делаю элемент угла. То есть здесь каждую петельку провязываю в своем порядке. Соединение. Смотрите, как провязывается соединение. Здесь лучше помочь себе крючком меньшего размера. Вставляю крючок. Вот видите, у соединения у него тоже 2 дольки. Вставляю крючок в одну дольку и вот сюда. Перемычку предыдущей петли. Вот так. Вот. Подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. И опять делаю точно такое же бесшовное соединение. Вытаскиваю немножко петлю. Завожу крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую, увожу петлю на изнанку и здесь я все подтягиваю и вставляю клубочек. В эту петлю. Затягиваю петлю в 2 движения. Сначала затягиваю саму петлю, а затем тяну за ниточку. Все, первый ряд на этом готов. Вот такой получается бортик, который остается по краю донышка со всех сторон. И дальше перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд начинаю в следующую петлю от угла, от соединения. Вот это будет петля с соединением, значит, вот сюда вставляю крючок,
подхватываю рабочую нить, вот так, и делаю петлю подъема. Опять в раскол вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, вытаскиваю ножку. Здесь не стесняюсь вытаскивать именно ножку у столбика и делаю столбик без накида в раскол. Опять в раскол, подхватываю рабочую нить, опять, смотрите, вытаскиваю ножку, длинную такую относительно, конечно, и опять делаю столбик без накида. И работаю так до угла, до элемента угла. Дошла я до первого уголочка. Это все те же 2 петли, в которые мы в предыдущем ряду делали элемент угла. Можете отмечать, например, первую петлю маркером, если вы теряетесь, где они находятся. И это все те же 2 петли, которые выходят из одной точки на донышке. И здесь снова повторяю элемент угла. Вставляю крючок в раскол, уже вставляю крючок в галочку. Вот так вывожу нить. В следующую точку опять в раскол. Получается 3 петли на крючке. Сначала провязываю первую, а затем провязываю вторую. Ну и работаю так до конца ряда. В конце ряда на последних 2 петлях я делаю элемент угла для 4-го угла. Его мы не делали в предыдущем ряду из-за соединения. Итак, вставляю опять крючок в раскол, в одну галочку, в раскол в следующую галочку, три петли на крючке, третью сбрасываю, провязываю первый столбик, его поправляю и провязываю второй столбик, как обычно. Вот так. Дальше делаю соединение. Соединение во втором ряду я буду делать немножко другое, нежели я делала до этого. Вставляю крючок под первую горизонтальную, подхватываю рабочую петлю, увожу ее наизнанку и чуть-чуть подтягиваю. Придерживаю указательным пальцем петли с изнаночной стороны. Вот здесь вот так я все держу, чтобы ничего не выскочило. Вставляю крючок в раскол, в первую петлю этого ряда, подхватываю рабочую нить, вывожу ее и возвращаю петлю с изнанки тоже на крючок. Эти 2 петли я провязываю вместе, и получается одновременно и соединение, и подъемная петля на следующий ряд. И все остальные ряды я вяжу точно так же, как второй ряд. Не забываю делать элемент угла у каждого угла. И в конце делаю вот такое соединение, которое позволяет началу ряда не смещаться. То есть начало ряда всегда будет приходиться вот в эту точку. Высоту я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов. И в следующем ряду я буду делать ручки, а точнее отверстия для этих ручек. Итак, начинаю этот ряд, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель. Их провязываю. С другой стороны, мне нужно будет тоже провязать 6 петель, а петли между этими 6 петлями нужно будет оставить не провязанным. Каждая сторона моей корзинки имеет 21 петлю. 21 петля минус 12, это получается 9. Значит, я делаю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Здесь тоже отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот остается как раз 6 петель с левого края. Куда я провязываю галочки. Это получается отверстие для ручки. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в общем, дальше делаю элемент угла. Следующую сторону провязываю целиком. На противоположной стороне опять делаю такое же отверстие. И вот эту сторону провязываю целиком. А здесь делаю соединение. 12 ряд. И в 12 ряду я буду снова провязывать все петли. И петли над ручкой тоже. Довязываю столбиками, галочками до отверстия. И здесь вставляю крючок в каждое звено цепочки, подхватываю 2 ниточки, то есть вот так вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Снова в следующее звено, опять в 2 ниточки 1 и 2, и делаю столбик без накида. Всего столбиков должно быть столько, сколько было звеньев в этой цепочке. Девять столбиков я связала и снова перехожу на вязание галочками. Дохожу до угла, делаю в каждом углу элемент углов и не забываю сделать точно такую же обвязку с противоположной стороны. После того, как я провязала один ряд над ручкой, сделаю еще один ряд над ручкой из точно таких же галочек. Все то же самое, как я вязала до этого. По периметру в углах делаю элемент углов, а в конце ряда бесшовное соединение. Этот ряд я довязала до конца. Здесь последнюю петлю вытаскиваю. У меня еще достаточно длинный моточек остается. Вытаскиваю ее всю целиком, разматываю этот моточек. Беру крючок, завожу крючок с изнаночной стороны под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую нитку, увожу ее наизнанку и снова вытаскиваю всю нить. Дальше завожу крючок в последний столбик, в перемычку на изнанке и в косичку, в кромочную косичку. Опять подхватываю ниточку и вывожу снова нить. Подтягиваю вот эту последнюю соединительную петлю. И самый последний ряд, который будет обвязкой краем, пройдусь по краю корзинки соединительными петлями. Вставляю крючок под обе дужки первой кромочной косы, подхватываю рабочую нить, в следующую
Опять подхватываю рабочую нить и одну петлю через другую. Опять под обе тушки подхватываю одну петлю через другую. Под обе тушки подхватываю одну петлю через другую. Такая обвязка сделает край более плотным. В общем, работаю так до конца ряда. В конце опять делаю бесшовное соединение. Обвязку я доделала. Последнюю петлю снова вытаскиваю всю. Вытаскиваю всю нитку. Завожу крючок под первую соединительную петлю. Здесь возьму крючок поменьше. Под обе дольки подхватываю рабочую нить. Снова вывожу ее всю. И увожу на изнаночную сторону. Вставляю в кромочную и в самую последнюю соединительную петлю. Вот так. Туда, откуда эта нитка выходит. Подхватываю нить и снова увожу ее. От 2 мотков пряжи. Вот столько нити у меня осталось. Здесь, наверное, метра 2-3. Обрезаю хвостик и прячу хвостик с помощью крючка меньшего размера в вязаном ряду. Сама корзинка на этом закончена. Остается ее погладить, пройтись утюгом по всем стеночкам, по уголкам и по донышку. Корзинка моя на этом готова. Ширина у нее получилась так: 25. Глубина 24, а высота стеночек 13 сантиметров. И ушло у меня на эту корзинку ровно 2 мотка трикотажной пряжи. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте про свои лайки, если вы узнали из него что-то новое, если оно оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.